Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером, так сказать, с пылу с жару на фоне последних заявлений и умопомрачительных событий 15 мая, которые все ждут, вы в этом прямом эфире. Игорь Мосейчук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую, Александр. Приветствую наших уважаемых зрителей. Друзья, большое спасибо за то, что поддерживаете канал, за то, что, так сказать, включаетесь. В сообществе YouTube заблаговременно можно оставить вопросы для Игоря Владимировича. Также в закрытом клубе в Telegram, тоже как такая форма поддержки Telegram-канала Шелест и вообще YouTube-канала Шелест подстанционного. В общем, спасибо большое, что оставляете вопросы, что подписываетесь. И, конечно, не забывайте о лайках. QR-код — это возможность вот так прям ворваться, если работает у вас этот сервис, на экран со своим мнением, предложением, вопросом, да и просто комментарием. Все это увидят. И, конечно же, да, я всех призываю подписываться на Игоря Мосейчука. Там разные фортели происходили с его тиктоками, он YouTube менялся. В общем, самая передовая информация — это телеграм-канал, ссылка в описании, ну и, конечно, на все его остальные ресурсы подписывайтесь. Вроде как все, преамбулу закончили, а теперь давайте к сути и к главному, к большому событию 15 мая, которое будет или нет. В общем, чего вы ждете от Стамбула? Вот такой опрос нашего сегодняшнего эфира. И предлагаются такие варианты. Объявление о прекращении огня. Пусть там, как хотят, лишь бы был мир. Шоу долгоносиков и новый виток ада. Или такой вариант: ничего не будет, все сорвется. Варианты пересекаются между собой. Давайте с этого начнем. 15 мая. Чего вы ждете? Смотрите, Александр, я жду мира и прекращения огня, но в результате мы получим шоу долгоносиков. А вернее, шоу обезумевших зеленых гнид, клоунов и жаб, гадюк и всех, кого только можно там будет встретить. Это событие, Стамбул 2.0, как я его называю, мое мнение, оно уже изначально готовится как шоу, Александр. Подхода нету серьезно к переговорному процессу. Хотя, по моей информации, уже есть согласованный между Вашингтоном и Москвой, Москвой и Вашингтоном текст документа, который привезут и который должен будет подписать Владимир Зеленский. Поэтому документ готов. Что он предвидит? Он предвидит остановку войны, ну, боевых действий, остановку мобилизации, остановку поставок оружия. Потом он предвидит отказ от НАТО Украины. Он предвидит изменение подхода в ряде гуманитарных вопросов, и то не на первом этапе, как бы. То есть первоочередными россияне готовы произвести некоторые изменения территориальные по линии фронта, а именно, насколько мне известно, освободить Кинзбургскую косу в обмен на то, что Украина согласится на полное открытие Черного моря, ну, судоплавания, включая с Азова. Вы, как помните, предыдущие морские переговоры сорвались именно из-за вопроса Азова. То есть этот момент территории Харьковской области якобы, но это опять же по той информации, которую я с Вашингтона имею, россияне готовы оставить в обмен на некоторые территории на Донбассе. Идет ли разговор о каких-то конкретных населенных пунктах? Я, не могу говорить. Значит, дальше политический процесс, выборы. Результатом выборов как раз и станет триггер
гуманитарных, ну, вопросов, которые будут стоять. Ну и в принципе вот таким вот образом предлагается прекратить войну. Опять же, по утверждению моих источников из Вашингтона, этот документ согласован между Москвой и Вашингтоном. Я думаю, мое мнение, что с подобным документом, подобным, в Стамбул прибудет делегация с Москвы, которую, насколько я понимаю, Лавров будет возглавлять. Прибудут Витков и Келлог, спецпредставители Трампа. Вот. Под вопросом, будет ли хоть какое-то представительство Украины, под вопросом. Потому что Зеленский сказал, ни с кем с россиян, кроме Путина, говорить не буду, а о формировании делегации для участия в переговорах, ну, мы с вами не слышим. Он, конечно, может, как с указом о запрете переговоров, потом побросать свои яйца с левой в правую руку и сделать умный вид под парами чего-то и сказать, ах, да, так делегация была. Ну, понимаете, то есть я ее назначал 100 лет в обед, там, ну и так далее. Ну, тут Вот, есть вопросы. Киреева убили. Ну, мы об этом поговорим еще дальше. Продолжайте, пожалуйста. да, значит, да, я думаю, мы о многом сегодня поговорим, потому что, честно говоря, я под впечатлением, я там некоторые события лично знаю, понимаете, и это самое. Значит, и что, Ну, в общем, собственно, две делегации, да, то есть, а наша будет, не будет. да, и в Анкаре там якобы в Реджепа будет тусоваться Владимир Александрович. Цель его пребывания там мне непонятна, ну, я думаю, никому не понятно. Он ее объясняет тем, что он не хочет спугнуть Путина. Вот, но, по-моему, судя, знаете, я никогда не употреблял никаких веществ, но у меня мама, все, кто меня знают, знают, что у меня мама нарколог, проработала много лет в наркологическом диспансере. И я имел возможность в своей жизни наблюдать персонажей, которые выпадают на измену, там, либо наоборот стают там Наполеонами, Гитлерами, там, летят на Марс, там, еще куда-то. Вот у меня впечатление, что что-то где-то подобное я вот увидел на вот этой пресс-конференции. Я ничего плохого не могу сказать. Единственное, я настаивал и настаиваю, что парламент должен принять законопроект, что любой кандидат в народные депутаты и в президенты, он должен как минимум 2 экспертизы пройти. Не псих ли больной случайно и не употребляет ли наркотики? Ну, по поводу психбольных не знаю, но вторую экспертизу точно надо проходить в клинике Пальчевского. Именно Пальчевск. Ну, Это, как это и конечно, было. Стадион так стадион. Теперь у нас да, Стамбул так да. Стамбул. Абсолютно. Смотрите, только Зеленский немного, опять же, я все списываю на это, ну, на атмосферные явления. Он немного путает, потому что война – это не выборы, а Путин – это не Порошенко. Со всем уважением к Петру Алексеевичу, но Петр Алексеевич на момент стадион как стадион являлся президентом нашей страны. И кандидатом. Да. Я имею в виду другое. Противостояние не было ни кровавым, ни силовым, ну никаким. По причине этого применять технологию стадион как стадион, ну, по отношению к Путину, ну, это, мягко говоря,
войдите. Он вообще Поэтому, странные вещи. поэтому психбольница тоже должна присутствовать. Их, правда, Супрун закрывала, я не давала, она все закрывала. В Он, результате дурачков на улицах все больше, а некоторые даже в правительственных зданиях появились, сами себя дебилами признают. давайте начнем, давайте разберем этот выход Зеленского на публику. Давай. Он мне чем-то напомнил, ну там знак можно там плюс-минус ставить разный, ну вот чем-то напомнил срыв Лондона, ну по сути. То есть точно такая же атмосфера, он вышел к прессе, заявлял с 3 короба. Почему? Почему срыв Лондона? Потому что он же тогда четко заявил, что никакого мандата нет, ничего нету этих переговорщиков Сибиги, Ермака и Умерова. И, собственно, все, да, и на этом и Лондон, Келлог приехал, потусил там, да, тот, который сейчас рассыпается в заявлениях, причем таких, это тоже очень интересный момент, да, Уитков. Давайте коротко пройдем по этим заявлениям. Очень коротко. Да, давайте все-таки по заявлениям Зеленского сегодняшнего дня, потому что Давайте перед тем я два начать, слова. я хочу начать с неочевидного, потому что мы потом упустим и забудем. Давайте. Но это очень важно. Вот все бросились, и мы сейчас их обсудим на вот эти основные моменты, но это абсолютно важно. Он сказал, Зеленский, о том, что Китай просил Украину обеспечить гарантии безопасности на параде. Это на фоне скандала, который длится уже определенный период времени, несколько дней, ну, по поводу там обвинений Министерства иностранных дел, что вот ваши войска вместе с оккупантами, те говорят, вы, ребята, придите в себя немного. Сейчас вот новая порция, что вот Китай просил не стрелять по параду. Это очень может серьезно геополитически аукнуться. Неужели этого никто не понимает? Я опять же списываю сразу на пары. Ну, заявление абсолютно, я не могу его прокомментировать суть, потому что, но так как в ходе там ответов и спичей по другим вопросам Зеленский безбожно врал, то я не исключаю, что и здесь мы имеем дело с враньем. Только если в том случае его вранье закончится там позовом и в суд, какими-то другими вещами, то в этом случае это для страны может кончиться очень и очень плохо. Мы можем как минимум в виде дипломатического врага заполучить Китай. Что абсолютно, нам еще этого только, как говорится, не хватало. Поэтому будем ждать реакции, я думаю, она последует, возможно, даже пока мы будем с вами в эфире Китайского министерства иностранных дел. Но опять же повторюсь, я не исключаю того, что Зеленский соврал. Почему я не исключаю? Потому что мы дальше будем разбирать другие моменты, и я эти моменты четко понимаю, что человек врет. Просто врет. Переговоры. Запрет на проведение переговоров. Об этом активно, ну, многие пишут, о том, что перед Стамбулом, да, нужно снять запрет на переговоры. Пишут разные, скажем так, издания, понятное дело, но сегодня стало известно от Зеленского, что это российский нарратив, что он сам себе ничего не запрещал и рассказал как бы увлекательные истории. Причем очень увлекательные истории для людей, которые даже в датах не ориентируются. Если мы поднимем просто историю вот этого противостояния. 4 октября СМИ трубят вовсю, то есть два таких посыла. Путин призывает немедленно остановить огонь, прошли референдумы о присоединении и, в общем, призыв Путина остановить огонь. Зеленский собирает СНБО и выводит там решение о том, что констатировать, что с Путиным вести переговоры невозможно. Сам Зеленский тогда выходит и делает яркий комментарий о том, что мы будем говорить уже с другим президентом. Это все ходы записаны. Это было осенью 22 года.
Широкомасштабное вторжение началось в феврале того же 22 года. И тут истории о том, что ему звонили какие-то люди, о том, что было очень много площадок людей, которые общались с Путиным и хотели представлять Украину. И ровно за этим должен был быть этот указ, решение СНБО. Что скажете? Смотрите, давайте придется подробно на этой истории остановиться, потому что я владею информацией частичной, ну, по ней. Смотрите, там было названо сегодня во время спичей две фамилии. Господина Медведчука и господина Новинского. Давайте по господину Медведчуку. Если вам не тяжело, Александр, посмотрите, где в этот момент находился господин Медведчук. Ну, обменен был? Нет, нет, по-моему, нет еще. Вот, ну, загуглите, какого числа он был обменен. 22 сентября. А, то есть уже, да, по Да, факту, да. когда появился указ. Ну, смотрите, если эта ситуация была, допустим, раньше, то мне просто интересно, откуда ему Медведчук звонил. Ну, Он наверное, из-под конвоя, из-под СИЗО, из СИЗО. вот с Да. СИЗО, наверное, или с этого самого, или где он там бегал, когда бегал, ну, пока его не поймали, помните, да? То есть из подполья, то есть, ну, Владимир Александрович теперь служба безопасности, мое мнение, по Медведчуку должен дать показания, когда и во сколько он звонил. Есть Потому что свидетели, это говорит. Записи. да, есть свидетели. У меня тоже есть свидетели, что Владимир Александрович Зеленский обращался к Вадиму Владиславовичу Новинскому и просил его лично содействовать в переговорном процессе, если это возможно, с Российской Федерацией. Вот в чем вопрос. Понимаете? Как вот с этим быть? Если А в он какой период времени? в это перед вот этим решением РНБО, Ну, он то есть сам в конце лета, в начале осени. Он обращался, это период шел с самого начала. Давайте начнем с самого начала. Когда я посмотрел выступление Путина на РБЗУ в феврале 22 года, я понял, что будет прямое вторжение. Я понимал, что это горе, большущее горе для нашей страны, для мира, ну вообще. Я звонил, общался со многими людьми. В том числе я набрал Вадима Владиславовича, который находился не в Киеве. Как известно, мы работали в парламенте седьмого созыва вместе. И я говорю, вы понимаете, что будет прямое вторжение? Он говорит, нет, это, ну, я ну, не верю в это. Не верил он в это. Я говорю, а посмотрите Путина выступление, вы же его лично знаете, посмотрите выступление. Он посмотрел, говорит, действительно, ситуация довольно сложная, и походу война начнется. Пойду я на Банков. Если учесть, что это был период противостояния группы Метинвеста с Банковой, то, естественно, я так понимаю, что это было согласовано в середине группы. И Новинский посетил Банкову, встретился с Ермаком. Ермак его убеждал, что никакого вторжения не будет. Новинский настоял, чтобы его Ермак, как народного депутата, провел к президенту. Зеленский также настаивал, что ничего не будет, что это все Россия разоняет, всех пугает, ничего не будет. Новинский говорил, будет.
Тогда Зеленский сказал: ну, если вы все так волнуетесь, давайте все вместе встретимся завтра. И так была назначена встреча с олигархами, ну, самыми влиятельными финансово людьми страны, которая прошла 23-го. А эта встреча была 22 февраля. Собственно, 23 февраля в этой встрече, это мне рассказывало как минимум 3 ее участника, именно Новинского хватал за руки Зеленский и кричал: это вам что, ваши чуть ли не кураторы сказали, что война будет? Не будет никакой войны. Это было в присутствии всех людей, там, ну, я говорю, мне рассказывал 3 участника встречи, кроме самого Новинского. Очевидно, кстати, в тот день, это немаловажно, это о многом говорит о личности Новинского, о его семье, ну и всем остальном. В этот день с Российской Федерации к нему в Киев под бомбы, под ракеты прилетела супруга. Понимаете? То есть не убежала со страны, как Пинчук, ну в тот день убежал, а прилетела к нему. Но это другой вопрос. После того, как вторжение началось и собиралось несколько переговорных групп, в Минск, как вы помните, потом в Стамбул, они действительно консультировались, Киреева пристрелили для того, чтобы не было контактера, который был прямым контактером, это самое. И во многих вопросах Давид Арахамия, Владимир Зеленский обращались к Новинскому по консультациях и просьбах там сконтактировать и так далее, и так далее, и так далее. Я знаю еще много вещей, я не имею права о некоторых из них говорить. Если разрешат, то я в дальнейшем расскажу, как там, кто с кем стал знаком, потом вводить дружбу с этих участников групп, ну и тому подобное, переговорных. Но факт тот, что это факт, что Владимир Зеленский просил Вадима Новинского о содействии в переговорах с Российской Федерацией по остановке войны. Более того, на момент основных консультаций, то есть еще предстамбульских, да, то есть истамбульских, разговор, то, что он сегодня молол, отдать территории, да, еще что-то, Что будет вообще с не его семьей Зеленского? вообще не шел разговор. Донбасс должен был остаться в составе Украины. В результате мы сейчас, как мы говорили с вами до этого, теряем Донбасс, теряем часть Херсонской, часть Запорожской областей, Луганщину, да, вашу родную. Разгромлена в ухналь экономика, промышленность страны, а самое главное, в районе 1 000 000 жертв, которые он тщательно скрывает от общественности и выдает каждый раз. Я публиковал пост, он у меня есть в Телеграме, кто захочет, найдет, как Зеленский врет цифрами о потерях. Когда их сложить, все, что он наврал, то выходит абракадабра цифровая, которая не налазит ни одному здравому человеку на голову. Посему ситуация следующая. Я как человек, который общался и общается со многими, моя профессия журналист, я общаюсь со многими, с разных групп, финансовых, политических, экономических, это разных. Я утверждаю, что убийство Киреева связано со срывом переговоров. Каким образом?
Он был одним из ключевых переговорщиков. Он был одним из ключевых переговорщиков, контактеров, которые контактировали с россиянами. Раз. Второе. Я утверждаю, что сам Зеленский обращался как минимум к Новинскому, а я думаю, еще к кому-то, возможно, я же этого не знаю, по вопросам мирных переговоров. Это два. Третье. Я скажу так. Я практически уверен, что помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Чистяков был также убит. Я об этом писал практически, там присутствовали люди, от которых я получал информацию. По той информации, которую я имею, взрыв произошел при открытии коробки. Не выдергивание чеки, там как потом плели, ничего подобного. Чистяков был тоже человеком, который был при главкоме и который тоже мог влиять на переговорный процесс. Срыв в Британии вы описали, мандат никому не даю. Срыв в Стамбуле знают все, с папочкой красненькой, по-моему, с которой Джонсон прилетел. И по чем-то кому-то куполу настучал, не знаю чему. Но шел к Зеленскому, мы же видели это все. Я скажу так. Я слабо верю, мы с Александром перед эфиром говорили, я слабо верю в результат мирных переговоров 15 числа в Стамбуле. Хотя я очень и очень хотел бы, чтобы это все остановилось. Но одновременно я вижу, что ситуация развивается насколько стремительно, что мы подходим к финалу. Единственное, я очень не хотел бы, чтобы этот финал был насколько кровавым, тяжелым для страны, для людей, ну и так далее, и так далее, и так далее. Скажу еще по этому. То, что происходит сейчас в правоохранительной системе страны, а все специалисты, ну, я не считаю себя там самым главным, но 5 лет то проработал первым замом правоохранительного комитета. Но все специалисты, которые со мной общаются люди с генеральскими званиями, погонами и тому подобное, они в один голос заявляют, что идут ментовские войны. Мы являемся свидетелем сейчас большой ментовской войны. Это я имею в виду. И сюжет, оперативная съемка слитый ткачом, и вывозка Марницкого за границу, и арест 2 шпионов венгерских, внимание, которые оказались очень близкими людьми к бывшему главе Закарпатья Миките, а ныне заму главы Офиса президента Украины. Понимаете? Который, кстати, в контактах с правительством Венгрии, я не знаю, по своей инициативе, по инициативе там руководства ОП, ну, я не знаю, по чьей инициативе, решил заменить Нестора Ивановича Шуфрича. Все знают, какие у того связи были, он в СИЗО сейчас, а этот парень решил цей. Ну, и вот тут двоих и приложили. Вот где варщик, ну, открывался. Нет, ну смотрите, тут какая-то странная ситуация происходит на венгерско-украинской границе. Она Параллельно будет курсом. усиливаться, Александр. Запущен триггер. Я говорю о внутреннем, вы понимаете, да? Но есть еще и внешнее.
И если в 2022 году Орбан, поляки, румыны и другие, кому предлагал Путин сыграть в Украину, а такие предложения были, когда они отказались или тихо, или громко, ну кто как, поляки об этом говорили, да, прямо венгры молчали, но мы понимали по умолчанию, что раз было там, то и там. Второй раз этой истории уже может не быть, потому что диктатура Зеленского и зеленых ниц сделала все, чтобы поссорить нас со всеми соседями. Ну, практически, может, кроме Молдовы. Да, кто не знает, на границу с венгерской стороны поперла техника, как бы защищать вот эти пункты пропуска и блокпосты пересечения границы с Украиной. Это уже Ну да, было, как Комарницкие не убегали. это было уже один раз нечто подобное, но сейчас отмечают, что прям технику гонят, и вот какая-то странная история. Но, понятно, никто ничего не говорит по этому поводу, особо сильно не распространяются. Ну, внутреннее дело Венгрии, что? Территория Венгрии, что хотят, то и Территория делают. Венгрии, да, но выводы надо делать нам. Э, Поэтому вот эта вся история нынешнего Стамбула, это которую пытаются зеленые клоуны превратить в трагикомедию, она может обернуться серьезнейшей трагедией для нашего государства и для нашего народа. Фактически, если произойдет бенефис зеленых гнид в Турции, то первое, что произойдет, это Трамп повторит жест Понтия Пилата. Он умоет руки. Второе, что он сделает, он ведет санкции. Санкции будут введены, поверьте, и против россиян, и против украинцев. Только вы должны понять, что россиянам сейчас персональные санкции в нинішній ситуації, как говорят у мене на родині, до дупи дверці, то есть фиолетово на них. А вот нашим, которые поворовали миллиарды на крови и повыводили за границу, вы думаете, почему закон про электронные кошельки, про криптовалюту не прошел? Почему офис президента рубает закон о криптовалюте? Ответ очень прост. Да потому что они в крипте и бабки выводили, те, которые украли на войне и на крови. Понимаете? Вот это ключевой момент. Смотрите, в рамках той же ментовской войны, о которой мы говорили, видели, что с Нацгвардией? Но мы же понимаем, что это не вершина айсберга. Так где-то, срединка на половинку, да? Сегодня начали выносить, полиция начала выносить химпром. Тот химпром, который имеет прямое отношение к фигурантам съемок оперативных, которые нам показали. Тот химпром, который имеет прямое отношение к Гуаишвили, я думаю, и Пава это никто не забыл, в истории нашей страны останется. Его супруги, которая является первой помощницей неизменной Владимира Зеленского. Химпром, если кто-то не знает, это наркокартель. Сегодня полиция провела больше, чем в 200 точках по изготовлению наркоты, обыски, масса задержаний и тому подобное. Все мои собеседники и друзья у меня и такие есть в правоохранительной системе, и бывшие, и нынешние говорят об одном. Как правило, такое происходит перед исходом. Искусственный интеллект вашей камеры как бы сделал такой очень хороший акцент, да, на слове «исход».
Игорь Владимирович, ну, вы знаете, где-то косвенно люди, которые там не в теме или за криминальными сводками не шибко следят, или которые там немножко подальше от этих ментовских шашней, и, конечно же, ниточек, ну, с кем там в одной квартире ночевал этот Гагилашвили, да, кто у него там, супруга, они даже могли это сегодня ощутить о том, что, ну, такого сообщения я не встречал. У нас есть центр там радиочастот, то есть абсолютно не публичная такая, ну, служба, да, мониторинга. То есть у нас все санкции и все там закрытия каких-то чьих-то страничек, каких-то там YouTube на территории Украины, еще чего-то. Тем более это все делается как бы официально, подается через компанию, там TikTok, значит, TikTok снести, компания не хочет связываться, разбираться, все сносим, там человек новый заводит, там Ютубы вот эти на территории Украины блокируют, там немножко сложнее, но тоже такая история. А тут абсолютно как бы технологическая служба убивает специфический, не всегда там не чисто журналистская правда, то есть или какие-то там моменты, но такой достаточно одиозный сайт, есть такой Антикор в Украине. Он специализируется в том числе на том, что сливает компроматы. Ну, то есть там можно почитать разные версии, они обычно отличаются от версий тех, которые там пишут в судовых решениях или в каких-то материалах дела. Там вот такие, ну, такие интересные вещи можно найти. Это такой считается портал, где туда сбрасывают весь Сливы. компромат. Ну да, все сливы. Для слива компромата. Четыре сайта, ну там зеркала, да, по разными, там, чешский, еще какой-то, приказано провайдерам ограничить к ним доступ на территории Украины. То есть не кому-то там, а провайдерам. То есть ты не сможешь в Украине зайти на эти сайты. Но это очень серьезный показатель. Ну, это показатель того, что страной крокует диктатура, шагает диктатура. Это показатель того, что зеленые гниды боятся правды, страшно боятся. А где бы она ни вылазила, где бы никак. И не зря Потураевы, потом этот волонтер, как его Чмут. Чмут, чуть не обидел человека. Это самое Чмут, да. Заговорили о запрете ТикТока, Телеграма, понимаете, это самое. То есть я вам подарок принес, Александр. Я вам в эфир принес подарок. Я вам подсвечу одну историю. Вы же у нас подсанкционный. Хотя я боюсь, что после сегодняшнего эфира ваше количество увеличится, но это такое. Э, Волков боятся, в лес не ходить. А когда дело про зеленый гнит, ну так тем более. Значит, четвертым человеком, который присутствовал с СБУ на дне рождения этого руководителя охраны Паримача, который в сюжете был, являлся такой себе Иван Чернышов. Это зам бывшего руководителя департамента ОЙФа, который отвечает за подготовку документов от Службы безопасности Украины на введение санкций. Вот представляете, Александр, сидит за столом и поднимает рюмку подсанкционный вор в законе Сергей Олейник Умка и Иван Чернышов, офицер службы безопасности, который на всех подсанкционников готовит документ. Это вершина украинской правовой системы нынешнего зеленого вот этого гатунка. А подарок почему? Потому что этот факт будет однозначно рассматриваться судами при снятии санкций и так далее, и так далее. Вот. Ну, я думаю, что
Я назвал сюжет у себя на Ютубе об этом мероприятии «Недоумки». И не потому, что Умка там был, этот вор в законе, а потому что они недоумки, которым плевать на журналистов, на вас, на меня, на всех, на граждан. Они в центре Киева могут устроить, позвать кого считают нужным. Им плевать на все. Они строят диктатуру. Я повторюсь, я рассказывал у вас в эфире, у них была там пьяночка у этих смотрящих, подсматривающих. И они рассказывали, что они власть не отдадут, что они будут воевать до последнего, надо будут Киев сдадут, будет все в руинах, надо по атомных станциях ударят и так далее, и так далее. Поэтому мы имеем дело с группой лиц, которые, возможно, под воздействием наркотических средств, возможно, просто крышу снесло. Понимаете, это что же такой вопрос? Но они становят угрозу для целой страны, для целой нации, для мира в целом. Поэтому, ну, худший сценарий – это когда придется как с бешеными собаками поступать. Понимаете, это сам, Усыплять. да, усыплять. Мы ж не имели в виду ничего плохого. Да, понимаете, и ситуация вот именно очень тяжелая в этом плане. Теперь давайте еще раз посмотрим на вот этот слив Михаила Ткача. Он очень важен сейчас в контексте того разговора, о чем я хочу сказать. Что вместе делали вот эти все лица? СБ, Паримач, вор, ну и так далее. Ответ простой. Бизнес совместный. Какой? Игорный, Александр. Игорный бизнес. Лудомания, игромания охватила ряды вооруженных сил. Получается, что государство выплачивает боевые от 100, там, 120, 140, ну, по-разному, да, в зависимости от должности. И они все спускаются в этих онлайн-казино. И вот эти люди, которые там это все контролируют, это миллиарды. Это миллиарды денег. Я этот бизнес поставил бы в одну линейку, даже выше. От наркотиков, ну, ниже посредине от торговли органами. Что тоже имело место, и уголовные дела были, мы разговаривали когда-то с вами. Вот. Притом этих всех париматчей, это я условно говорю, игровые эти все конторы, их сначала откармливают как кабанчиков власти, а потом под санкции, то есть под нож пускают. Ну и Опять. доят, да, потом. Ну, Или жирка режут. набрались, финансового жирка набрались, потом хлоп, и все, понимаете? А санкции-то кто? Вот он парень, вот он, понимаете? Поэтому эти люди не отпустят Зеленского, эти зеленые гниды не допустят мирного процесса только через силу, через ломку. Я не исключаю, что, возможно, и в Стамбуле, ну, произойдет серьезный слом, но даю на это, ну, очень довольно маленький процент. А учитывая, как вел себя Зеленский в этом подходе к прессе, о котором мы говорим, с вот этой абсолютной маячней. Ладно, я там этот Медведчук, хай сами с ним разбираются, они там целовались вместе, обнимались, в парламент заводились, это самое. Э, Кстати, ну, если кто зрителей не знает, то
Медведчук длительное время являлся соучредителем канала «1+1», где Владимир Александрович Зеленский имел площадку, ну, дальше вы все знаете. Вот, это ихние проблемы, но обвинения там в сторону Новинского, убийство переговорщика, взрыв помощника Залужного, это мы говорим только о вещах, которые шумели. Просто, понимаете, я здесь не могу одного понять. Ну вот правда, смотрите, люди за меньшие, он же сегодня там пробрасывал в момент своих ответов на вопросы, что, ну вот, любой ценой, ну не любой ценой, а как же он нам выразился, то есть, в общем, все равно там мы должны поговорить с Путиным, вот прям не отпустим, будем добиваться встречи с Путиным. Люди за меньшее сидят уже около года, больше года в СИЗО. Депутаты разные, и не только депутаты, просто Они люди. хотели быть переговорщиками, вы что, не поняли? Вам же сказал Зеленский. Александр, вам Зеленский четко сказал. Нет, ну понимаете, в чем дело? Здесь До них звонили из Кремля. тут возникает Я на главный всякий, вопрос. я на всякий случай обозначусь, что чтобы потом не было, потому что потом будет вторая истерика, понимаете, чтобы ее уже не было, то я сразу же обозначусь наперед, что если появится указ о запрете переговоров с Лукашенко, и народного депутата Евгения Шевченко обвинят в том, что он там хотел от Украины переговаривать, то я сразу скажу, что Шевченко в Беларусь отправлял Андрей Ермак и Владимир Зеленский, а не кто-либо. И он действительно выполнял много месяцев, даже несколько лет, я бы сказал, роль переговорщика между Лукашенко и украинской властью. Что произошло потом, что они его в СИЗО отправили за высказывание, которое сегодня на пресс-конференции, ну, собственно, это покажет история, я не могу залезть в их черепные коробки, опять же, скажу, мне тяжело понять, хоть я и наблюдал в своей жизни за людьми под веществами, как я вам говорил в начале программы, но мне тяжело залезть им в мозги, понимаете, я не понимаю, насколько это... Слава богу, мама в юности мне показала это все дело, и я никогда в жизни никаких наркотиков, даже легких, не употреблял. Давайте два Поэтому, слова, Игорь Владимирович. Важно просто. Мы за этим всем, ну, за этой всей мишурой, за этим всем цыганским гипнозом, за вот этой всей, этими всеми размахиваниями руками, вот этим там, а я поеду к Эрдогану и будем сидеть вместе ждать. А если Путин в Стамбул намылится, а мы тут как раз таки к нему. А тут уже выходит Трамп. Ну, у Трампа своя пластинка, она старая, ничего нового не заявил. Говорит, 5000 людей в день там погибают, солдат, мы будем Александр, останавливать. Александр, смотрите, я четко скажу, как может состояться Стамбул. Вот четко скажу. Если Дональд Фредович пригласит в Стамбул Владимира Путина, я не исключаю, что тот может согласиться. Тогда они, естественно, с помощью Эрдогана будут, возможно, звать на ковер или как Зеленского. Лично Путин за стол с ним не сядет. У него личные амбиции, личные эти самые моменты. Я, понимаете, есть ряд и категория людей, с которыми я тоже никогда не сяду за стол. Вот почему-то так вот сложилось у Путина. Вот, в отношении Зеленского.
Притом говорят это личное. Много раз лично говорил одно, а делал совершенно другое. У Трампа тоже есть определенная ненависть к Зеленскому, потому что 3 или 4 раза бросал его. Я не присутствовал при этих разговорах. Я, если что-то знаю, я могу утверждать, вот как в случае, когда он просил переговоры, ну, организовывать. А в этом случае я не знаю, пускай они озвучат, где, когда, как он, что им обещал, где набрал, где кинул. А мы потом, как представители народа, представители нации, да и весь народ, вся нация в целом, вынесем вердикт. И Вынесем вердикт. все-таки Можно вердикт, ли было избежать войны? Можно ли смотрите, было позвонить в Кремль так тогда? многие же не понимают, что главная причина, почему Стамбул не состоится, ну или там ни к чему не приведет, как раз таки в этом. Потому что это Стамбул, потому что вот там заявления сыплятся со стороны россиян, да, ну там разные. Рябков, замминистра, зам Лаврова, то есть там они говорят, мы очень будем детально, планомерно, шаг за шагом, то есть демонстрируют, что это будет дипломатическая встреча, мы будем выверено, но Путин же четкий дал посыл, что это будет продолжение Стамбула, вот того Стамбула. Соответственно, тут никто не уйдет от вопроса, так что было эти 3 года? Ну, что... Правильно, это я каждую программу, каждый эфир, каждый свой эфир всегда говорю одно. Владимир Александрович Зеленский и же зеленые гниды. Дайте пояснение, что было на протяжении 3 лет. Ну или итоги давайте подведем, а чего мы добились? Ну вот, Как мы да, начнем вообще, ну, люди, которые 23 февраля сидели за столом в офисе президента, это ответственные люди, не бедные люди страны. Вот пускай они скажут тогда, обращались ли они к Зеленскому, была ли возможность позвонить Путину и остановить ракетный удар по Василькову, который произошел утром фактически, ну, этого же дня. Понимаете? То есть, начиная от этой встречи, заканчивая Минском, Стамбулом, убийством Киреева, просьбами Новинского, ну, понимаем, да, и так далее, целый ряд. За этими этапами, о которых мы говорим с вами, Александр, жизнь миллионов украинцев. За этими этапами потерянные территории, которые оно сегодня сказала привселюдно, что отдать территории требовало, а в переговорах тогда территории, наоборот, оставались за Украиной. И, естественно, поэтому, плюс до того, за эти 3 года научились миллиарды на наркотиках, на игромании, лудомании, на органах зарабатывать. Все, вот вам, вот я вам. Александр, приходит свежая информация, Financial Times публикует ее со ссылкой на Главное управление разведки. О том, что в ближайшее время начнется некое большое наступление Российской Федерации по одной простой причине. Данные с фронта показывают, что на ключевых горячих, ну или таких особо оживленных точках на фронте Российская Федерация стягивает дополнительные силы, перебрасывает в ключевые места достаточно серьезные подкрепления, ударные кулаки и так далее. Я вот как хочу задать вопрос. То есть, если Стамбул не выгорит, и вот я сейчас так одним глазом поглядываю, как голосуют наши зрители, уважаемые, которых плюс 15 тысяч, 15 плюс, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь, если не подписаны. То есть, если это все не выгорит, то что ждет фронт?
Смотрите, Александр, я не хочу быть Арестовичем, ну, в данной ситуации. Я отвечу вам то, что я сегодня слышал с Вашингтона, когда получал информацию о согласовании, ну, этого документа, с которым мы говорили. Ответ был следующий. Русские угрожают Сталинградом. Сталинградом где? В Украине. Я не верю в то, что удастся взять какой-то крупный город. Но обвалить. Вы посмотрите, что вчера я этих зеленых не помню всех по фамилиям. Этот депутат, как его? Скажите, я скажу. Ну, короче, заявил, сколько миллиардов ТЦК собирает денег за год. Да, 2 с лишним миллиарда евро в год, да? Они уничтожили, понимаете, обвинять Шелеста и Мосейчука в работе там на Кремль, на какие-то нарративы можно. Только Шелест и Мосейчук немного меньше 3 лет назад, ну 2,5 точно, предупреждали всех, чем закончится история с ТЦК. Так же было, когда Борисова поймали, мы в прямом эфире, это раз, два, три. И Зеленский же выходил, признавал это, правильно? Все говорил, мы это все уберем, мы исправим, в результате полная дискредитация. У меня вообще-то есть вопросы, там, кто с кем, как работал, согласовывал, на какую страну это, ну, давайте так. Именно благодаря этому руководству мы потеряли, ну, как минимум, пока по состоянию на сегодня, две области и кусочки, да? Ну, 1,5 точные кусочки. Плюс Крым, которые вообще вынесли за скобки чего-либо. А Крым, который, кстати, как только будет признан в одностороннем порядке россиянами, этими американцами российским, сразу же будут сняты санкции, потому что все американские санкции подвязаны под аннексию Крыма против Российской Федерации, основные. Это так, чтобы все понимали. На кого работает Зеленский? На кого работают зеленые гниды? Дальнейшее продолжение войны для любого очевидно, это дальнейшая потеря территорий, дальнейшая гибель украинцев, дальнейшее уничтожение остатков там минимальных промышленности, экономики. Это обнуление страны. Вопрос, на кого работают все вот эти люди, которые кричат до победного конца? До того, кто уже видит этот победный конец и грозится Сталинградом, да, там, или еще чем-то. Ну, похоже на то. Ну, у меня нету объяснений. Ну, Знаете, самосохранение, у животных есть инстинкт самосохранения. Я не говорю о людях. А это такое впечатление, что целый народ, целую нацию ведут на бойню и делают вид, что это все правильно, мы победим, мы вот растопчем и тому подобное. вы знаете, тут один штрих к этому портрету. Политико публикует комментарий Бориса Джонсона, и он говорит о том, что при всех претензиях, которые у нас могут быть сейчас к позиции Трампа, две вещи хочет отметить. Во-первых, что при Джо Байдене и за последние 2 года, чтобы вы не говорили о действиях Запада, все, чего мы добивались от этого, чтобы украинцы просто не проиграли. У нас так и не хватило смелости дать им все необходимое на самом деле.
Цинизм жуткий, конечно. Это не просто цинизм, это признание. Вы помните, я у вас в эфире говорил, не раз говорил, и я сейчас хочу, у нас сегодня очень такая бурный разговор, который может иметь ну, много последствий разных для всех. Я напомню, очень важный момент, я его говорил уже у вас в эфире. Я уверен, что Байден дал согласие на вторжение прямое в Украину. Как он это сделал? Моргнул, пукнул, повернулся, крякнул, я не знаю. Но все его действия говорят именно об этом. После встречи с Путиным в Женеве началась накрутка военного, вы помните, вот этого всего-всего-всего, которая привела к вторжению и реакции Америки. Америка вывезла посольство, Америка свалила, Америка наблюдала, Америка ждала. Вот эти товарищи англосаксы, они ну, ничем не лучше, они еще ну, попроворнее между ногами, ну, от Америки сваливали. Вопрос в том, что это цинизм, вы правильно сказали, страшный цинизм. Нас в эту войну помогли втолкнуть, нам не помогали ее останавливать ни на секунду. Сейчас вот признает, да, этот товарищ. И скажите, пожалуйста, да, Путин агрессор. Я никогда не говорил, что Путин не агрессор. Он вторгся на территорию нашей страны. Но вот эти ж товарищи, они ничем не лучше. А в некоторых случаях они подыгрывали и есть как минимум соучастниками, а может и организаторами в чем-то. Почему никто об этом не хочет задуматься? Э, Два момента хочу, чтобы вы прокомментировали, перейдем к нашим зрителям. И при всем при этом я так вам намекнул про фронт, где есть продвижение. Но что мы видим как бы в ответ, да, на это продвижение? Значит, о чем я говорю? На Донбассе, там, трасса на Константиновку в двух местах, Харьковская область, продвижение вперед, Херсон, вот это направление, да, то есть вовсю уже обсуждается, это пока так мало подтвержденно, но вовсю обсуждается готовность или подготовка, или даже какие-то предварительные действия, переброски сил 3 километра до Днепропетровской области. до Днепропетровской, да, но переброски сил на правый берег Днепра. То есть то, что кажется вообще невероятным, ах, оставьте, бросьте, да ну его, что-то вот, разгоняйте панику. Ну, подготовка есть на этих островах, там в дельте Днепра, то есть вот такой момент. И на этом всем фоне, что мы видим? Бюджетный комитет ратифицирует ну, вот эту инвестиционную сделку. Все как бы так переглядываются, друг на друга смотрят и начинают считать деньги. На ВСУ не хватает. Железняк выдает правду. На ВСУ не хватает. На ВСУ. Вот это вот самое святое, самое-самое вот на ВСУ. То ради все, вот в принципе, все это же для чего? Для того, чтобы обеспечить солдата, который пошел бы и защищал Украину. Не хватает денег на ВСУ. А люди, заходя в какие-то там торговые центры, видят вот эти лайтбоксы, где девушка военная кушает ролл, да, вот суши, ролл, и ей пишут, вот смотри, 1 000 000 гривен, тебе там 2 миллиона, вот это все, сколько ты сможешь купить роллов, да, на эту сумму. Какой-то парадокс. Ну, Мы, смотри, может, нам надо останавливаться не потому, что там, как Зеленский говорит, меня боится Путин, не потому, что там еще какие-то моменты, да потому, что, ну, скоро край придет этой войне. смотрите, останавливаться, давайте быстро вот именно по этому вопросу. Останавливаться надо по 3 причинам. Чтоб там не врали зеленые гниды, останавливаться надо по 3 причинам. Причина первая. Людской ресурс.
на роллы не ведутся, на эти все чизбургеры дебильные и тому подобное. Второе, финансовый ресурс. Железняк красиво очень расписал, как кто намутит, что где в бюджете появится и тому подобное. Но мы понимаем, что без внешних дотаций бизнес уничтожен, выдавлен под санкциями, ну и так далее, и так далее. А зеленые гниды все выводят. В том числе и семья Зеленского. Мы же видим все в офшоры. А вы заметили, куда банк намылился уже все, этот монобанк, этот на ядерку собирал, это самое, он на Кипре уже. В воюющей стране вывести банк на Кипр и платить налоги на Кипре, а не в воюющей стране. Вот весь патриотизм от этих вот Гороховских, Стерненок и Лаченов, которые вместе там дружили, обнимашки и донаты собирали. Вы же видели все. Почему молчит Стерненко? Ты ж патриот. Вот выйди и скажи, Гороховский подонок банк с воюющей страны вывел. Ну и третье, Александр, оружия нету. Оружия нету. Воевать чем? Пензликом. Чем воевать? Лопатой, как этот еще один недоразвитый гнеденыш предлагал. Понимаете? То есть вот три причины, по которых надо останавливать войну. Они очевидны. Будет ли это делать Зеленский? Думаю, пока будет петлять. Заставят ли его сделать в следующем? Да. Но вопрос же не заставят или, как мы уже говорили, санитарными способами. Вопрос в другом. Потери, которые за этот период будут кратными. Мы говорили о потерях за 3 года, да, от Стамбула до Стамбула. А сейчас мы вот говорим еще об этой истории. Эта история очень тяжелая. И эта история может привести катастрофе на самом деле. Катастрофе для нации и для государств. Знаете, впервые, вот многие говорят, там Мосичук же, там это самое. Все мои родные, дети мои, все находятся в Украине. Сегодня, впервые, с февраля 2024 года я начал заниматься безопасностью своих родных, близких и детей. Потому что я понимаю, куда ведут эти... Не будем. Да, друзья, давайте подведем итог нашего сегодняшнего голосования. Он вот такой. Чего вы ждете от Стамбула? 6% объявление о прекращении огня. 17% ждет, пусть там как хотят, скорее бы мир. 18% шоу долгоносиков и новый виток ада. И 58% говорят, что ничего не будет, все сорвется. Вот почти 10 тысяч голосов мы получили. Спасибо большое, что проголосовали. Что скажете? Ну, смотрите, я все, что думаю, будет шоу. Не могут зеленые гниды без шоу. Но результат будет абсолютно, я с людьми согласен, ничего не будет. Просто потом будет наступление россиян, которое придется останавливать опять украинскому незламному народу. Как это было в феврале 2022, а Зеленський потом вийшов і сказав: я ж не втік, ми зупинили. У меня вопрос ко всем. А назовите мне героя войны, кроме Зеленского. Ну, это так, в комментариях напишите. Значит, поехали к вопросам. Режим Блиц. Начнем с клуба зрителей. Игорь Владимирович, здравствуйте. Если, как вчера говорил Арестович, война продолжится и через 2 года Россия займет Полтавщину, но после завершения войны разрешит всем уроженцам туда вернуться, вы приедете в свой родной город? Смотрите, я надеюсь,
что нам удастся остановить войну намного раньше. Я прошу прощения, вот прям минуту назад. Делегация Российской Федерации будет 15 мая в Стамбуле и будет ждать там украинскую делегацию, сообщает Песков. Это, мы ж с вами об этом и говорили. Нет, ну это вот сейчас, мы просто в прямом эфире, поэтому вот так, друзья. Да, интересно, интересно. Значит, продолжаем вопросы. Сообщество YouTube, давайте отсюда. Вопрос. Кремль не раз говорил, что за Киевом стоят его манипуляторы, и поэтому договариваться нужно с ними. Вот и по позавчерашнем ночном выступлении Путин упомянул неких киевских кураторов. Однако стрелку забивает снова с Киевом. Выходит, кто-то усаживает и усаживает Кремль договариваться напрямую с Киевом. Не является ли это вся чудность, мягко скажем, всего конфликта следствием того, что куратор есть у обоих, и он один и тот же? Смотрите, я вам скажу так. Соглашение согласовано с Соединенными Штатами. Я рассказывал об этом в начале программы. Если вы не видели, отмотайте, посмотрите. Соглашение согласовано. Почему происходит разговор о прямых переговорах? Потому что если Зеленский сорвет переговоры, то Трамп сможет умыть руки. Если Америка будет участником переговоров, то умыть руки она не сможет. О кураторах тех и других не согласен. В Трампа и трампистов есть свои там идеи в отношении России, они отличаются от демократов, которые хотели воевать. Эти хотят договариваться, у них совместные коммерческие планы, поэтому, ну, вот так вот. Так, значит, что ждет после подписания, Александр спрашивает, мирного договора в скобочках капитуляции? Есть ли призрак гражданской войны в стране? Возьмет ли Польша Львов? Смотрите, первое, по гражданской войне. Избежать гражданскую войну можно. Но это будет зависеть от того, что будет происходить на Банковой, ну, что будет происходить во власти. И будет ли диалог с людьми. Если диалога не будет, это все возможно. Возьмет ли Польша Львов? Меня сегодня очень насторожил вопрос, когда Келлог заявил, что обсуждал с Трампом и обсуждает с другими участниками коаліції, які там охочих, да, называют, вопрос о том, что могут быть развернуты подразделения 4 государств этой коалиции охочих на территории правобережной Украины. Это меня очень напугало. Напрямую Польша во Львов не войдет. Может ли начаться вхождение Венгрии в Закарпатье? Вполне. Вполне на это есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание в эфире. Момент номер один. Орбан довольно близкий с Трампом. И навряд ли он решится на такой шаг, не обговорив эту ситуацию с ним. Раз. Второе. Это будет сильнейший удар Трампа по глобалистам, по европейским этим всем их моментам, которые они вымещивали на Орбана. Если он даже не поддержит, но, допустим, сделает вид, что не заметил. Это два. И третье, немаловажное, на Закарпатье действительно проживает большая община венгерская. Кроме этого, на Закарпатье, кроме венгерской общины, даже у украинцев у многих есть гражданство Венгрии.
Все элиты Закарпатья в той или иной мере, в том числе зеленые, я сегодня в эфире это рассказывал факт о Миките, который замглавы сейчас офиса президента, контактировали с правительством Венгрии. Все. Балоги, Шуфрич, ну все. Микита. Поэтому ситуация с Закарпатьем может развиваться по самым разным сценариям, но их развитие будет зависеть от того, что послезавтра мы будем наблюдать в Стамбуле. Так, продолжаем. Значит, здравствуйте. Вопрос, соглашения это меньшая из проблем, как их соблюдать и кто будет гарантом. Европа не гарант, Украина вообще никогда ничего не соблюдает, это печальный факт. Так что толку подписи ставить. Смотрите, Денис. смотрите, Америка может выступить определенным гарантом, если соглашение будет составлено, там, допустим, послезавтра, то, которое согласовано с Америкой. Одним из пунктов этого соглашения является, например, Запорожская атомная электростанция. По согласованному между Москвой и Вашингтоном проекту, ну, соглашение, станция остается под контролем Российской Федерации, но управление ее передается представителям США. Ну, Зеленский же это отметает, говорит, нет. Ну, Александр, понимаете, тут же ж вопрос о том, как будет даже это так называемое редкоземельное соглашение работать, понимаете, в каком виде и на какой части Украины, и будет ли. То есть, ну, тут говорить, что Америка полностью умыла руки на сегодня, нельзя. И даже после того, как она выйдет из мирных переговоров, да, как Трамп типа сделает жест Понтия Пилата, они не уйдут. Они не уйдут. Но они просто будут это делать с тени, потому что, ну, публично уже никак, ну, куда? Вот он приложил и такие усилия, и вот такие, и вот этот вариант примите, и вот этот. И даже нагнул в колонию превратил, ну, грубо говоря. Ну и тут вот так вот. Так, значит, добрый вечер, Виталий пишет. Александр и Игорь, вопрос. Ультиматум могучей вагонной кучки по перемирию сдулся. На забитую стрелку в Стамбуле Зеленский, судя по всему, не поедет. Ведь на закрытой встрече, а ее сегодня турки анонсировали как закрытую, не оценят красоту игры. Что тогда остается? Есть ли шансы на то, что Киеву начнут подсказывать, как действовать по классическим канонам дипломатии? Заранее спасибо за ответ. Смотрите, у нас есть классические в Украине, есть украинцы, классические дипломаты, есть дипломаты, которые могут общаться и общались с Лавровым, есть люди, которые готовы, ну, ко многим-многим вещам. Вопрос в другом. Вопрос в том, что формирование делегаций по состоянию на сегодня зависит от Зеленского. Хотя лично я считаю его нелегитимным президентом по конституции страны и считаю все это фейком. Но у нас парламент, ну, я думаю, все, кто чуть-чуть там следят за инфополем, то вчера был очередной взрыв по парламенту о том, что аппарат Рады, руководитель получают в 3 раза больше от спикера, ну и так далее. Такого никогда не было, конечно, не было. Потому что этим хряком Хмельницким управляет господин Штучный.
Вячеслав Штучник, глава аппарата, который прослушивал Разумкова, документировал, носил на Банкову, с этим хряком воровали на столовой депутатской, стыдно этим работницам в глаза будет смотреть, когда приеду в парламент, понимаете? Я же их знаю всех, мне стыдно будет этим женщинам в лицо посмотреть после этих подонков. Потом, ну они запретили вход в парламент депутатам предыдущего созыва. Ну, нехер шастать, понимаете, Александр? Ну, что вы там шастаете, выведываете тайны наши. Потом на канале Рада сколько с Кирюшей Тимошенко кинокотом украли. Вишенка на торте. Перед закрытием USAID компьютеры купила для Верховного Совета, для комитетов. Половина на рынке. Люди мелочь по карманам тырят. Поэтому я, пока в парламенте есть смотрящие, а за парламент решает Зеленский, и зеленые гниды, какие дипломаты? Криворосская школа. Да, Кушайте и ляпайтесь. именно. Переходим в чат трансляции. Ле Авок, вопрос. Вы понимаете, что Америка не посредник, а сторона? Если их не будет, то решение Украины ни про что не будет иметь значения. Так они будут, уважаемый Они пользователь. уже есть, они все уже сказали. Рубио, Келлог и Витков, они все отправились в Стамбул. А там приедет российская делегация, вот только что сообщили. Все, собирают делегацию, едут тоже в Стамбул. А Зеленский едет в Анкару. А делегация вообще неизвестна, едет куда-то или хрюкать будет, не знаю. Это, конечно, такой цирк. Артур, Артур П. Украину в жертву, чтобы обмануть, втянуть Россию в войну, в дальнейшем уничтожить и развалить ее. То есть Россия такими силами не могла захватить. Была договоренность, что будут сдаваться, но обманули, уточняет вашу версию событий. Смотрите, 52 миллиона уменьшилось до начала войны где-то, так, чтобы не соврать, 40 прибывающих, плюс диаспоры, да, украинцев. Территория огромная, земли прекрасные, недра, не зря ж там и Трампы занимались, и все остальные. Зачем такое количество? Я повторю слова покойного парламентария Степана Ильковича Хмары и дополню своими. Это команда зеленых ликвидаторов украинской государственности, как я говорил Степан Илькович, а я добавляю и утилизаторов украинской нации. Да, пользователь Дед Перец, уважаемая, а что будет с пленными? Сегодня, кстати, был один из сенаторов, было заявление, такое очень такое обнадеживающее и удивительное Российской Федерации, которая занимается пленными, говорит, что мы на контакте каждый день, и в Стамбуле ожидаются серьезные решения по обменам, большим обменам. Поэтому очень так с оптимизмом российская сторона смотрит на обмен пленными по итогам переговоров в Стамбуле. Смотрите, Дед Перец и Александр, я вам отвечу. То, что вчера выдал на гора Алексей Гончаренко, о том, что на протяжении всей войны были контакты между Украиной и Российской Федерацией, абсолютно правда. Основной площадкой для этих контактов были Объединенные Арабские Эмираты. Знаю людей, которые этим занимались. В основном это были контакты, связанные с обменами, в том числе и с правилами ведения, боевых действий, будем так говорить. И возможностью начала какого-то мирного процесса, который, как мы видим, и не начался. Что касается Стамбула и заявления этого сенатора, о котором вспомнил Александр. Я не верю в историю больших прорывов в обменах именно на этом этапе. Объясню почему. Россия делает по классике.
Они играют психологически, это очень правильно. Я бы тоже на их месте играл бы, ну, точно так же. Смотрите, мы же идем с мирной инициативой. Мы идем с обменом. Уявляете, Александр, соберется американская делегация, российская делегация, украинская не будет, Зеленский будет в Анкаре, а эти остальной делегации не будет. И российская делегация скажет, тут у нас вот это, то, что мы обсуждали, да, что они согласовали с американцами. И обмен всех на всех. А украинцев нету. Позор. Да это не позор, они скажут, а обмен всех на всех сорвал вот этот и вот этот. И будут же правы, понимаете? Да. Друзья, нас 18 тысяч, поставьте, пожалуйста, лайки, это очень важно для алгоритмов YouTube, вот принципиально важно, чтобы они поняли, да, о том, что живой эфир, мы здесь все вместе. А Если, может даже санкции снимут. ну, знаете, лайк животворящий, он не такое еще делает. Значит, Влад Петров спрашивает, если будет перемирие, границы откроют? Смотрите, границы откроют после того, как произойдут политические изменения по согласованию с западными партнерами, так называемыми. Почему я так говорю, я даю вам ответ. Смотрите, э, несколько есть моментов. Момент номер один. Все прекрасно понимают, что, открыв границы, увеличится поток беженцев, потому что веры власти нет. Поток беженцев без войны, его и с войной тяжело переварить в Европе. Это два. Третье. Частями, возможно, да, потому что, опять же, это селекционный отбор с беженцами, это отдельный, можно целый эфир посвятить. Я занимаюсь украинской как бы диаспорой новой. Э, Работаешь? Да, пожалуйста, мы тебе и документы поможем, и вот это поможем, и вот так поможем. Пособие хочешь? А давай мы тебя побыстрее выкинем. Значит, ну и ключевой вопрос, а будет же демобилизация? А будет демобилизация, это куча людей с навычками, куча людей с оружием. Это надо все фильтровать и так далее, и так далее. Я думаю, что безвиз даже будет заработать в полной мере. Это как в Хорватии членство в ЕС. Там после войны это тянулось 10-12 лет. Я не говорю, что 10-12 лет будут именно границы, но закрыты. Но именно там полный безвиз, чуть ли не шенгенская зона, станут возможны не раньше, чем лет через 10. Да, значит, Вася Ветров, спроси, Шелест, зачем Макрон приезжал к Эрдогану? Соломку для Зеленского постелить? Смотрите, Макрон мечется, потому что глобалистам надо сорвать планы Трампа. У них вообще третья своя игра, и их Украина самое меньше интересует в этой всей игре. Вот слово вообще. Их интересует втянуть в войну, вымазать в грязи, крови и дерьме этой войны Трампа для того, чтобы уничтожить Трампа, уничтожить трампистов, его последователей и не дать разгромить их глобалистов. Повестка меняется. Даже лидеры, которые были в партиях так называемых глобалистических, и даже лидеры, которые пришли к власти под лозунгами глобалистов, вынуждены менять свою политику, становиться более консервативными, более менять на трампийскую позицию, не связанную даже с Трампом, а связанную с действиями, там, противодействие миграции, экономика, ну и другие моменты.
Андрей Плеханов, вопрос. Игорь, у вас есть инфа о неопубликованных файлах сделки Украины и США? Смотрите, честно, у меня нету этих файлов, я не могу утверждать. У меня есть точечная информация от людей, с которыми я общаюсь в Вашингтоне. Я не могу быть уверен в правдивости, не хочу в этот тяжелый для своей родины момент подливать масло в огонь, не понимая, есть ли оно, ну или нет до конца. Поэтому, ну, вот так. Да, значит, друзья, всем большое спасибо за то, что присоединились к нашему прямому эфиру. Игорь Владимирович, спасибо вам большое за такой открытый, достаточно откровенный, эмоциональный, ну и самое главное, очень трезвый взгляд на все происходящее. Смотрите, друзья, два момента, которые я хотел бы обозначить, и будем закругляться, как говорят, завершать. Первое. Я извиняюсь, возможно, где-то у меня что-то во время эфира с речью было. Я признаю всем честно, я пропустил прошлый эфир с Александром, а на этот прибыл прямо с кресла стоматолога. Второе. Знаю, что вопросов море, поэтому завтра на YouTube-канале Игорь Мосейчук встречайте рубрику. У нас это с Александром раньше всегда было заведено. Он пока не подсанкционный, то есть можно смотреть и в Украине. Мои ответы на ваши вопросы в эфире Шелестом. Ну, а так завершая, как всегда, ребята, друзья, давайте вместе все сделаем нашу страну все же, что бы ни происходило, великой, мирной и процветающей, и будем жить. Хочется так добавить, знаете, вот это, после Зеленского, ну не факт, что все, от этого горько, но тем не менее, все-таки очень хочется верить, что это вся разыгранная комбинация, которая разыгрывается прямо сейчас, прямо в прямом эфире, в том числе, что она все-таки остановит смерти. Александр, ну уже раз это самое, вы меня сегодня просто, я ж вам должник, да, за прошлую неделю. Поэтому я сейчас дам два таких посыла. Посыл первый. Знаете, Мосейчука гоняли многие президенты, и, как правило, заканчивали неплохо. И посыл второй. Одному моему товарищу, довольно известному политику в нашей стране, ну и вообще известному человеку, приснился сон. Я не называю его, бо он не разрешал делиться этим. Приснился сон, в котором он видит, как стоит Зеленский, кому-то в форме говорит, тут в форме спрашивает, говорит, что нам делать? Он говорит, теперь каждый сам за себя. Потом этот мой знакомый, он как не видя, выходит за Зеленским. Зеленский садится в микроавтобус, там его ждет Андрей Борисович Ермак. Этот автобус горит, там все, ну, огнями я имею в виду, горит. Он садится туда, закрываются двери, и они уезжают. Я хочу сказать только одно, что подобную фразу, а теперь каждый сам за себя, сказал Виктор Федорович Янукович, убегая с Донецка. Всем спасибо, до встречи. Да, друзья, добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.